Всем привет, привет! Давайте посмотрим сегодня с вами расклад на тему, как вы оцениваете людей, то есть по каким критериям, по каким качествам, вообще как происходит оценка людей, которых вы видите, которых вы знаете, либо не знаете. Ну, в общем, посмотрим. Так, как вы оцениваете людей? Как вы оцениваете людей? Через коммуникацию, через общение, через ваше состояние рядом с ними. То есть вы смотрите при общении с этим человеком, именно в диалоге, да, насколько вам комфортно, насколько вам интересно, насколько вам приятно, то есть как вы себя ощущаете рядом с этим человеком. То есть если есть состояние спокойствия, безопасности, да, то вот этот человек мне, допустим, там подходит для чего-то, для своих каких-то целей, там, я не знаю, для дружбы, для работы, ну, здесь не столь важно. То есть вы оцениваете через коммуникацию, через то, что, насколько вот вам именно интересно с людьми. То есть вы не обращаете внимания ни на национальность, ни на расу, ни на возраст, ни на что. Вам это не столь важно. Вам важно состояние, которое вы будете ощущать рядом с этим человеком. Насколько безопасно и насколько как-то, знаете как, ценности, ну, здесь убеждения могут быть и противоречивые, но ценности, они должны совпадать. То есть здесь оценивайте настолько, насколько есть взаимность с другим человеком, да? То есть насколько этот человек готов делать шаги в вашу сторону, при условии того, что вы делаете ровно столько в сторону этого человека. Опять же таки, я не рассматриваю для какой-то конкретной сферы, а вообще взаимодействие с людьми. Здесь должна быть взаимность, здесь должно быть уважение, здесь должна быть дистанция и ваше состояние рядом с этим человеком, либо рядом с этими людьми. Еще по каким критериям, качествам вы оцениваете людей, насколько они стабильный. Вот вопрос именно безопасности, он почему-то для вас здесь очень актуален. То есть насколько вам спокойно с человеком, насколько вы чувствуете, что этот человек закрыл свои какие-то потребности, да, базовые, и насколько он может помочь вам закрыть ваши потребности. Также насколько вкладываете здесь энергетически в человека, то есть знаете как, чтобы этот человек, здесь какой-то энергосберегательный режим, чтобы этот человек не был вампиром, чтобы он не забирал у вас энергию, чтобы вот после взаимодействия с ним, общением с ним, вот вы себя чувствовали, опять-таки, знаете, хорошо. Если не наполнено, да, то как минимум, чтобы вот не было опустошенности, это важно. Да, то есть вы оцениваете, аркан умеренности, как раз по состоянию, именно по состоянию, то есть здесь главный критерий – это чувства, это эмоции. Вот что вы ощущаете, насколько этот человек вас как-то может даже и наполнять, насколько вот вам хорошо, кайфово, вот как в этом аркане, понимаете? Насколько он, возможно, вас исцеляет. То есть насколько этот человек не цепляет ваши травмы. Вот вам важно это, чтобы рядом с человеком безопасность. Откуда появляется безопасность? Когда вы не чувствуете, что вот человек как будто бы неосознанно, извиняюсь, цепляет вас за ваши какие-то травмы, триггеры. Этого не должно быть. Да? Вот с ним должно быть хорошо, с ним должно быть вот прям, знаете, когда присутствует близость душевная, и вы можете, видите, она обнаженная, вы можете быть самим собой, да, то есть вы можете не стесняться, вы можете как-то вот, знаете, даже обнажаться, то есть открывать свою душу человеку, вот так вы выбираете, то есть насколько можно доверять этому человеку или нет, вот аркан звезды. И красота, обязательно здесь, с одной стороны, должна быть какая-то цель, идет ли человек к этой цели, то есть люди, которые вот живут, знаете, как-то бессмысленно, да, то есть у них может быть какая-то маленькая цель, здесь не обязательно там заработать миллионы, либо купить дом, нет. То есть у человека должна быть какая-то своя цель, какой-то свой интерес в жизни, там, не знаю, например, какое-нибудь хобби, да, и человек вот прям включается в это хобби, вот вам это важно. То есть чтобы человек имел это хобби, человек имел какие-то свои цели, чтобы человек шел, да, то есть здесь вопросы развития, насколько он развивается, чтобы человек шел вот в этом направлении, да, по своей путеводной звезде, к своей.
и чтобы человек слушал, то есть умел слышать свой внутренний мир. То есть вот все, что связано с состоянием души, вот для вас это вот прям важно. То есть если вы видите, что человек здесь не в образовании дело, хотя интеллект тоже имеет значение для вас, да, а здесь вот именно насколько человек имеет вот этот вот эмоциональный интеллект развитый у него, да, то есть он отдает себе отчет в том, что он сейчас проживает, какие чувства, какие эмоции, что ему хочется, что ему не хочется, к чему он вообще стремится, есть ли развитие, вот для вас это важно. Вот по этим критериям вы, в принципе, и оцениваете людей для себя и выбираете. Именно вы, да, вот кто смотрит этот расклад, то есть здесь какой-то такой принцип. Если есть что-то еще, что я не сказала, ну, ясное дело, я делаю здесь на этом канале короткие ролики, вы можете в комментарии написать, что вот, а я еще дополнительно вот по этому критерию определяю людей. Но здесь вот, понимаете, здесь человек, который смотрит вот прям как будто в душу другого человека. Вот насколько душа другого человека созвучна вашей, да, в резонансе, и она не будет вас разрушать, вот это вот для вас важно, да, то есть чтобы соблюдалось еще один аркан, который указывает на дистанцию, да, то есть здесь есть дистанция, здесь, чтобы дистанция соблюдалась, да, чтобы человек не нарушал границы, это важно, да, вот энергосберегательный, да, вот этот вот режим, то есть не подходи, не забирай у меня больше, чем я тебе хочу дать. Вот, как-то так. Пишите свои комментарии, мне будет интересно почитать.